Всем привет! Совсем недавно я выпустил новый гитарный инструментальный трек, который называется The Sound of Future. И в этом видео хочу рассказать про некоторые моменты его создания, пасхалки, отсылки и прочие приколы трека. Все началось несколько лет назад, когда я взял в руки настоящую тибетскую большую и крутую поющую чашу. И она издала вот такой звук. И тут мне пришла идея, а что если на моем процессоре Fractal AX8 сделать синтезированный гитарный звук, точнее наоборот, из гитарного звука сделать синтезированный. Звук-то получился тогда достаточно прикольный, но проблема в том, что этот процессор вместе с гитарой и, соответственно, пресетами, которые я нарулил, был потерян и украден летом того же года, и об этом есть отдельное видео. Спустя долгое время мне на Фрактале удалось приблизительно восстановить похожий звук, и вот какой он стал. Вторая часть трека играется на более обычном простом звуке, который тоже сделан на Фрактале, но у него есть октавер и кнопка бесконечного дилея. И, кстати, бесконечный дилей в последнее время это вообще мой самый любимый гитарный эффект. Теперь я расскажу про некоторые отсылки и всякие прочие послания, которые есть в данном треке. Можно вспомнить множество всяких артефактов и прочих предметов культуры, которые относят нас к тематике будущего. Первый, который пришел мне на ум, это был лазерный меч джедая. Далее в треке можно услышать голос Арнольда Шварценеггера, то бишь Терминатора, который говорит: I'll be back. Рик и Морти. Я не мог обойтись без такого культового и крутого мультика современности, как Рик и Морти. Очевидная идея, тем более узнаваемой, здесь была вставить единственный голос озвучки, который знают во всей России, это Дима Саиндук. И в треке можно услышать непосредственно кусочек заставки, где он говорит. Кстати, это не единственный звук из заставки Рика и Морти. Там есть еще один. Кто найдет и напишет в комментариях, тот супер молодец. Также в треке прописан вот такой игрушечный пистолетик. Кстати, его сэмплы я прописал аж в 2012 году. Я думал сделать из этого какой-нибудь экспериментальный дабстеп-трек. Но я его, соответственно, не сделал, зато сэмплы отлично пригодились спустя 9 лет. А теперь я расскажу про самое зашифрованное послание, которое есть в этом треке, и в здравом уме его обнаружить, мне кажется, практически нереально. Тем не менее, оно есть. И речь здесь идет про фильм «Назад в будущее», а именно про его первую часть. События фильма, как мы знаем, разворачивались в двух временных линиях. Это 1985 и 1955 года. Непосредственно отсылка происходит в первой части гитарного соло. Количество нот, сгруппированных в первых частях гитарного соло, соответствует датам событий фильма. Это проще показать. Также в треке можно услышать целых два настоящих человеческих голоса. Один из них это непосредственно я, который говорит The Sound of Future. Это еще было продублировано вместе с варганом, и звучало это примерно так. The Sound of Future. Вообще, конечно, полная дичь, но я по приколу все равно решил это немножечко оставить в миксе. Пусть будет. Второй голос – это девушка, которую зовут Оля Шурухт. Она вообще занимается всякими звуковыми и психологическими практиками. Она как-то раз приехала и просто записала несколько импровизаций сверху неготового трека. Два фрагмента практически в неизменном виде подошли.
Ссылки на трек, который можно послушать на всех цифровых платформах, находятся под этим видео. Подписывайтесь на оба моих Spotify аккаунта. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, пишите комментарии. Надеюсь, вам было интересно. С вами был Олег Изотов. До новых встреч! Офигеть, как долго.